В этом видео покажу, как делаю панно, которым можно украсить свой дом в светлые пасхальные дни. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Для основы использую переплетный картон толщиной 1,5 мм. Взяла 2 листа размерами каждый 30 на 42 см. Листы буду склеивать между собой, но между ними вставлю пенополистирольную плитку толщиной 5 мм. Это простая потолочная плитка. Это я делаю для того, чтобы основа стала плотнее и не выгибалась после покраски. Для такой плитки использую полимерный клей «Титан». Ссылки на материалы вы можете найти в описании к этому видео. Получился вот такой бутерброд, довольно упругий и ровный. Чтобы сделать багет-рамку, я взяла вот такой потолочный плинтус шириной 3 см. Он тоже из пенополистирола и легко режется ножом. Но прежде чем его приклеить, под него подклеиваю полоски шириной 1,5 см, нарезанные из той же потолочной плитки. Это приподнимет багет и создаст дополнительно объем ему и внутреннему пространству, ведь у меня панно будет довольно объемным. Приклеиваю полоски шириной 1,5 см по периметру основания. Такую же полоску наклеиваю вертикально вдоль. Расстояние от края до правого края полоски 12 см. Прежде чем приклеить багет, с левой стороны сделаю акриловыми красками рисунок с имитацией состаренных досок. Чтобы получить нужный мне оттенок, краски смешиваю. Когда краска высохла, обычной парафиновой свечой делаю горизонтальные штрихи там, где хочу, чтобы была имитация отслоения краски, хотя в действительности я и буду ее отслаивать. Сверху наношу еще один слой краски, но другого цвета. Ничего страшного, если слой будет неровным. Наоборот, это добавляет больше красочных оттенков. Теперь нужно время, чтобы верхний слой хорошо высох. После этого кусочками малярного скотча снимаю верхний слой краски в тех местах, где есть слой парафина. Можно взять и обычный скотч для бумаги, но у него слишком липкий слой, поэтому с ним действовать нужно осторожно, чтобы не снять все слои краски. Теперь намечаю горизонтальные линии, расстояние между которыми примерно 5 см. Некоторое расстояние можно сделать немного больше или меньше. По намеченному краской тонкой кистью провожу линии. В размер основы нарезаю потолочный плинтус.
Режу обычным канцелярским ножом под углом 45 градусов. Плинтус к основе я приклеила термоклеем. При этом смазывала и углы стыков. Не показала вам сам процесс лишь по одной причине. Кусочек этого видео просто не записался, к сожалению. Теперь багет окрашиваю. А потом дополнительно тонирую несколькими оттенками красок. С обратной стороны сразу приклеиваю подвес. Это обычный шпагат, концы которого подклеиваю под картонные кружки. Поверхность багета и основы покрываю акриловым полуматовым лаком. И теперь основа готова для декорирования. Измеряю внутреннее пространство с правой стороны рамки. У меня вот такой натуральный мох на ленте. Из ленты вырезаю кусок нужного размера. И наклеиваю мох на основание. Вот такой круглый торфяной горшочек разрезаю пополам. Его размер 10,5 на 10 сантиметров. Получившиеся половинки окрашиваю акриловой краской белого цвета. При этом не стараюсь закрашивать полностью, оставляя в углублениях промежутки. Половинки приклеиваю на основание. Располагаю их с некоторым наклоном в разные стороны
и друг над другом. Для украшения буду использовать искусственные цветы небольшого размера, зелень, мелкие соцветия, пенопластовые яйца размером 4 см, а также натуральную сухую траву и стабилизированный мох. Посмотрите в описании, на некоторые материалы я оставила там ссылки. Сначала формирую композиции в горшочках. Чтобы элементы не выпадали, внутрь вкладываю сухую траву. У розовых соцветий очень короткие ножки, и из-за этого они держатся ненадежно. Поэтому я их удлиняю зубочистками. А вот теперь они держатся хорошо. Теперь с правой стороны раскладываю мох и закрепляю его на термоклей. Также кусочки мха добавляю на горшочки. Раскладываю и закрепляю остальные декоративные элементы: яйца, немного сухой травы и маленькие цветочки. Белый цвет горшочков мне показался слишком ярким и откровенным, поэтому добавляю немного тонировки светлым серо-коричневым. Не бойтесь миксовать цвета, это создает естественность и природную натуральность. И когда в начале весны я вижу пробуждение и обновление природы, хочется и самой обновиться и перевоплотиться. Всем желаю радости от творчества и мира в душе и окружающем. Надеюсь, вам понравилось. Буду рада вашим лайкам. Еще оставляйте комментарии. Они очень помогают развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.